Многие новички-скальперы смотрят видео по торговле, сидят в телеграм-группах и чатах и постоянно слышат про торговый терминал, но даже не имеют понятия, что это такое и насколько это удобно. Либо знают, что это такое, но просто боятся усложнять свою, так скажем, торговлю. Но спойлер, попользовавшись терминалом день, вы уже никогда не захотите торговать без него. Так было у меня, у моих знакомых и так будет у вас, если вы хотите жить с трейдинга, а не просто лудить, заменяя рынком казик. Признаюсь, я раньше тоже торговал на бирже, но уже больше полугода биржу использую только для P2P обмена. То есть биржа для меня просто обменник валюты. Купить USDT, чтобы торговать, и продать USDT, чтобы вывести деньги на покушать. Купив USDT на бирже, я их сразу же перевожу на Wataga Crypto. Собственно, о чем и сегодня пойдет речь. Мы разберем, что такое терминал от Wataga, как работает стакан и какие в этом преимущества. Как зарегистрироваться, пройти верификацию, установить терминал, настроить. Все этапы от полного нуля до первой сделки будут в этом видео, поэтому тайм-коды вам в помощь. Первое, что необходимо сделать, это перейти по ссылке в описании или в закрепленном комментарии на сайт Wataga Crypto. На главной странице мы сразу можем ознакомиться с основной информацией, что у проекта Wataga есть два продукта, это мультибиржевой личный кабинет со скидками и бонусами за торговлю для трейдеров, а также бесплатный терминал Wataga для Windows и macOS. Что, конечно же, круто, и не каждый терминал может таким похвастаться. Мультибиржевой личный кабинет — это значит, что мы можем подключить к терминалу сразу несколько бирж и оперативно между ними переключаться и торговать. Телеграм-канал Wataga был создан в середине 2023 года, но работа над проектом началась еще с начала 2022, и за 2 года публичной деятельности канал проекта уже насчитывает почти 5000 пользователей. А в телеграм-канале самого терминала число подписчиков, или лучше сказать активных трейдеров, уже перевалило за 5000 человек. Так что в кругу криптотрейдеров терминал активно используется в торговле и не имеет с чьей-либо стороны пререканий, так как у них есть прозрачные чаты обсуждения в телеграм по любой тематике, в том числе и активный персонал поддержки, который быстро и оперативно помогает с любым вопросом по терминалу и сайту абсолютно каждому, кто обратится в чат. Но если вы привыкли по старинке, то можете писать и на почту. Комьюнити русскоязычное, потому в этом нет никаких проблем. И я сам пару раз обращался в поддержку в Телеграме, и мне довольно быстро помогали решить мои трудности. Итак, после перехода на сайт нам нужно первым делом зарегистрироваться. Нажимаем «Начать работу», вводим сюда нашу почту и придумываем пароль, вписав его дважды. У меня уже есть основной аккаунт, с которого я торгую, но я делаю все с чистого листа, чтобы вам было наглядно понятно. Совсем соглашаемся, подтверждаем, что мы не робот, и жмем «Создать аккаунт», после чего переходим на почту и подтверждаем, перейдя по ссылке, что почта принадлежит нам. Отлично, аккаунт создан, и перейдя по ссылке вводим нашу почту и пароль. И нас встречает приветственный экран, с которого мы сразу можем перейти в телеграм-чат, чтобы его не потерять и быть с Wataga на связи. Также скачиваем сразу терминал, весит он немного, скачивается быстро и настолько легко установить, что процесс установки можно скипнуть. Далее связываем наш аккаунт с биржей. Пока что можно связать аккаунт с Binance и Bybit, но в скором времени это можно будет сделать еще и с BitGet. Я связываю с Bybit, так как у меня там есть верифицированный аккаунт, да и просто привык, что ли. Советую и вам зарегистрироваться на Binance или Bybit по ссылкам в описании и пройти верификацию для дальнейших обменов валют. Выбор биржи предоставляется для того, чтобы пользователь выбрал, на какой бирже он хочет торговать. Кто-то торгует на Binance, кто-то торгует на Bybit, а некоторые трейдеры торгуют на всех биржах, в зависимости от ситуации и монет на рынке. А вообще, для того, чтобы торговать с Wataga, не обязательно иметь аккаунта ни на одной из бирж, потому что Wataga — это экосистема, через которую можно торговать на любой из бирж. Выбираем биржу и жмем «Продолжить». У нас идет создание аккаунта, и на этом этапе не нервничаем и не обновляем страницу. У меня создание аккаунта заняло 2,5 минуты. После чего жмем «Перейти в торговлю». Отлично. Первое, что мы видим, это то, что требуется верификация. Давайте с нее и начнем. Жмем «Пройти верификацию», выбираем страну проживания, здесь загружаем фото документа, жмем «Дальше», а здесь загружаем наше всратое селфи. Жмем «Отправить» и все. На этом этап с верификацией пройден. Хоть и написано, что верификация может занимать 1-2 дня, записывая это видео, у меня верификация заняла всего 1 минуту. Если же на этом этапе вы выбрали Binance, верификация может немножко отличаться. Но так как мы можем подключить сразу несколько бирж, над этим этапом можете даже не париться. Просто регистрируйте каждую биржу поэтапно и проходите на них верификацию, в этом нет ничего сложного. К тому же это все делается внутри экосистемы Wataga, не обязательно регистрироваться на самих биржах. Для подключения Binance жмем «Создать счет», выбираем Wataga Binance, после чего также проходим верификацию
верификацию. Потребуют данные проживания, ФИО, дату рождения. Также прикрепляем документы и нужно будет включить камеру, чтобы просканировать биометрию лица, сделав на камеру круговое вращение головой. И в целом все. Биржа Binance подключается к Wataga дольше, чем Bybit, так что имейте это в виду. У меня верификация Binance заняла где-то около часа. Далее сразу же создаем двухфакторку для безопасности нашего аккаунта. Скачиваем Google аутентификатор на телефон, сканируем QR-код и сохраняем письменный ключ. Далее подтверждаем действие кодами с письма на почту, жмем «Получить», переходим на почту, копируем код и его здесь вставляем. Вводим наш ключ из Google аутентификатора с телефона и отлично, у нас была подтверждена двухфакторка. И теперь при авторизации на сайте нам нужно будет дополнительно вводить ключ из Google аутентификатора. Таким образом, никто не сможет получить доступ к нашему аккаунту, кроме нас. И вот пока я делал эти действия, верификация Wataga Bybit была подтверждена. Но у нас остается только создать API-ключ, привязать терминал и пополнить баланс. Создаем API-ключ. Сюда вводим любое название. Добавляем галочкой нужную нам торговлю. В моем случае это фьючерсы. В вашем, я думаю, тоже. И жмем продолжить. Далее опять подтверждаем кодами с почты и кодом с Google аутентификатора. После чего сохраняем ключ и секретный ключ, которые нам нужны будут для привязки терминала. Готово. Остается привязать аккаунт к терминалу и пополнить баланс. Но прежде давайте взглянем на возможности и преимущества, которые нам дает личный кабинет. Пройдемся сразу по верхним вкладкам. История. Здесь мы можем смотреть за всей историей нашего баланса и запросы на вывод. Бонусы. Здесь у нас представлен отчет о комиссиях. То есть, торгуя именно с Wataga, вы получаете достаточно большой процент с комиссии с каждой сделки. Что очень выгодно, и лично я, торгуя с основного аккаунта, уже успел сэкономить $310 только с комиссией. Не знаю как вам, но лично для меня это неплохие деньги, тем более просто из воздуха. Торгуя на бирже, например, у меня бы этого кэшбэка не было. Сервис Wataga Crypto предоставляет пользователям скидки и бонусы за торговлю. Во вкладке «Терминал» мы можем скачать сам терминал, что я надеюсь вы уже сделали. Во вкладке Wataga Team, кстати, еще раз большое спасибо Wataga за этот мерч. В этой вкладке мы можем увидеть сообщества, среди которых вы можете увидеть трейдеров, за которыми следите, и вступить в их сообщество, либо же, что гораздо лучше, вступить в мое сообщество, так скажем, в нашу команду. Буду каждому рад, кто вступит, будем торговать вместе. Также здесь есть реф-программа, где вы можете получать бонусы за трейдеров, которые прошли регистрацию по вашей реферальной ссылке. Где сейчас только нет реферальных систем, и Wataga не остались в стороне. Помимо сообщества и реф-системы, Wataga каждый месяц проводит турниры, где каждый трейдер может стать участником и дополнительно подзаработать, показав хороший результат в торговле. Есть разные номинации по топу заработанных баксов, заработанных процентов и по обороту. И как мы видим, победители каждой номинации делят между собой призовой фонд турнира, получая от $500 на карман и выше просто дополнительно за хорошие результаты в торговле. Нехилый подогрев, я вам скажу, для трейдеров с терминалом Wataga. И кстати, на момент записи видео, а именно 4 апреля, стартовала запись на новый турнир с биржей Binance, который пройдет с 10 по 20 апреля. Регистрация очень простая, жмем участвовать в турнире, вводим псевдоним и жмем сохранить. Остается дождаться начала турнира и показать результат. Участие в турнире засчитывается всего с одной сделки. Успейте пройти регистрацию и совершить хотя бы одну сделку. Также помимо призов в виде денежного эквивалента будут разыгрываться и мерч от Wataga. Они хотят снова купить мой фейс в USDT. Хотят пошерить свой продукт со мной, а именно худак, вот такая вот футболочка, вот такая вот кепочка и кружка. И эти призы будут разыгрываться уже рандомно между участниками турнира. Так что принимайте участие, кто знает, может быть следующий турнир будет за тобой и ты будешь на первых местах. Ну или как минимум окажешься счастливым обладателем таких модных шмоток. А с условиями турнира можно сразу ознакомиться, так скажем, не отходя от кассы. Что такое Wataga Team и что это за сообщество мы выяснили, возвращаемся на главную страницу. Во вкладке «Торговля» мы можем ознакомиться с открытыми позициями и заявками. Во вкладке «Баланс» мы можем смотреть количество наших монет. Во вкладке «Переводы» мы сможем пополнять наш баланс, что мы сделаем чуть позже. Во вкладке «Плечи» мы можем отрегулировать плечи любого инструмента. Мы вводим нужную нам монету и вписываем размер плечей. Жмем на галочку и готово. Запустив терминал и выбрав монету, на которой изменили плечи, мы уже будем торговать с установленным плечом. Также в этой вкладке можно изменить режим маржи аккаунта. Для скальпинга фьючами с плечами мы оставляем кросс-маржу. И обязательно не забываем про риск-менеджмент и своевременное выставление стопов. Это очень важно. Во вкладке Finres мы можем ознакомиться с результатами нашей торговли. Во вкладке API ключи можно смотреть и редактировать наши ключи. А теперь вернемся к самой главной и нераскрытой теме этого видео — терминал от Wataga.
Что такое вообще этот ваш терминал? Торговый терминал – это программное обеспечение, которое дает возможность использовать более гибкие и продвинутые инструменты для торговли и анализа рынка. Рассмотрим преимущества торгового терминала. Наглядность предоставления данных. Обработанные данные предоставляются в удобном виде. Ценовые графики, ценовой стакан, лента сделок, возможность дополнительной обработки данных, анализ ценовых графиков с использованием технических индикаторов и графических объектов, удобство интерфейса. Трейдер может быстро найти нужные активы для анализа и войти в сделку. Широкие торговые возможности. Набор ордеров, достаточный для торговых алгоритмов любой сложности. Повышение финансовой грамотности. Само присутствие торгового терминала заставляет вникать в динамику котировок валют, а также читать новости. Я думаю, этих преимуществ уже достаточно, чтобы перейти к знакомству с терминалом. Запускаем сам терминал и в первую очередь открываем настройки терминала. В общих настройках первым делом вводим наши данные для авторизации, логин и пароль от Ватага. Остальное можно не трогать за исключением темы. Мою тему раскраски стакана и вообще полную конфигурацию настроек можете скачать в моем телеграм-канале, чтобы вам не пришлось это все настраивать вручную. Все ссылки найдете в описании. Переходим в подключение. Здесь нажимаем «Добавить подключение». Я выбираю Ватага Bybit. Ввожу сюда любое название и вставляю в строки API-ключи, которые создал на сайте Ватага. Ставлю «Использовать по умолчанию» и галочку на автоподключение. И включаю это подключение. У нас быстро проходит подключение и появляются графики и стаканы. Если у вас они не появились, то значит вы просто не скачали мой конфиг с настройками. А если скачали, жмем «Конфигурация», «Загрузить» и подключаем мой готовый конфиг. И у вас уже должно быть все как у меня. Также в настройках есть настройки торговли, стакана, графика, которые можете настроить под себя, либо оставить настройки моего конфига. И что немаловажно, можно настроить глобальные настройки, которые будут применяться к каждой открытой монете. Тем самым можно экономить время на настройках каждой отдельной монеты и выставить средние значения. У нас есть также настройка горячих клавиш, и я рекомендую это сделать индивидуально под себя, чтобы торговля в терминале была своевременной и удобной. Среди важных горячих клавиш у нас есть быстрая покупка или продажа по рынку, закрытие всех сделок разом, масштабирование стакана, установка сигнальных уровней и много других полезных функций и инструментов, которые можно забиндить на клавишах. Например, я забиндил отметку сигнального уровня на клавишу N. И зажав N, могу выставлять такой уровень, при достижении которого у меня придет звуковое оповещение от терминала. Также уровень на клавишу B, который выставляется одновременно и в стакане, и на графике, что очень удобно. Также есть настройки прокси. Если у вас проблемы с пингом и сильная задержка, вы приобретаете хороший прокси и можете его здесь подключить. Но это также не обязательно, если у вас все хорошо, вы можете прокси не использовать. Лично я прокси пока что еще не использую. Перейдем к нашему рабочему пространству и вообще визуалу в целом. Здесь, как в вкладке браузера, мы можем создавать рабочие пространства и между ними переключаться. Давайте создадим новое пространство. Первым делом выбираем стакан. Создали, нажимаем по стакану и выбираем монету с подписью Futures. Теперь здесь сверху создаем график и перетаскиваем его в нужное нам место на экране. Например, вот на стрелочку вправо. Жмем по графику и привязываем к окну стакана, который только что создали. И у нас график синхронизируется со стаканом. Теперь создаем еще один стакан и привязываем его к первому. Таким образом у нас появляется еще и спотовый стакан, чтобы дополнительно анализировать ситуацию и по стопу, ведь фьючи и спот тесно связаны. Слева в стакане у нас есть кластеры, которые отображают пройденные объемы по той или иной цене предыдущих свечей. Если таймфрейм графика рассматриваем на минутах, то и кластера выставляем минутные. Размер кластеров, как и сжатие и разжатие стаканов, мы можем регулировать горячей клавишей, зажав Ctrl плюс колесом мыши. Нажав правой кнопкой мыши по стакану, мы можем его настроить. Важные настройки, которые вам нужно запомнить, это объем полной шкалы. Его вы настраиваете, чтобы у вас были видны все плотности в стакане и они были различимы. Также крупный объем настраивается относительно средних объемов в стакане. Ну и крупный объем 2 также относительно стакана настраиваются самые жирные плотности. Лента сделок. Это вот эти вот активные кружочки. Это поток рыночных ордеров, исполняемых в реальном времени. И я выставляю скрывать значение объема менее и ввожу сумму, при которой не буду видеть все значения ленты, а лишь только крупные ордера. Это нужно, чтобы лучше понимать стаканы движения рынка. Чтобы войти в сделку, мы вот здесь выбираем нужный нам объем на открытие позиции или для выставления лимиток. Также можно вписать сюда свое значение, выбрать объем в долларах и нажать на галочку. Либо объемы можно настроить в глобальных настройках, чтобы они применялись везде одинаковые. Чтобы открыть ордер по рынку, с моими настроенными горячими клавишами это стрелочка вверх, чтобы войти по рынку в лонг,
и стрелочка вниз, чтобы войти в шорт. Обработка запросов в терминале моментальная для эффективной торговли, потому будьте осторожны, чтобы случайно не открыть какую-нибудь сделку, например, локтем. Также войти в сделку можно лимитками по стакану. Например, если хотим по определенной цене войти в лонг, то определяем нужную нам цену ниже ленты сделок и просто жмем левой кнопкой мыши по ней. Чтобы поставить лимитки в шорт, выбираем цену выше ленты, наводимся на эту цену и мышью жмем правой кнопкой мыши по стакану. Как вы могли заметить, в позицию я не вошел, так как у нас еще пустой баланс, и все уведомления и ошибки, которые появляются в терминале, все они на русском языке, что очень облегчает наше понимание терминала, а также общение с поддержкой, если у нас какие-то трудности. Желтые линии в стакане — это так называемые плотности, то есть объемы в долларах, выставленные продавцами и покупателями. Можно еще для удобства добавить вкладку котировки. Это некий мини-скринер внутри терминала. Выбираем котировки и размещаем их. Далее привязываем наш первый стакан к котировкам и добавляем котировки нашей биржи. Лишние вкладки, которые не содержат информации, можно просто скрыть. Теперь мы можем сортировать все монеты по нужному нам параметру прямо внутри биржи. Например, можно посмотреть, какие монеты сейчас активные, отсортировав монеты по топу роста за сутки. Выбираем самую активную, как мы видим, у нас сразу же открывается стакан и график этой монеты, потому что мы привязали стакан. И анализируя все эти данные терминала, приобретая насмотренность, торгуя от плотностей, вы лучше начнете понимать рынок и весь этот процесс торгов. Начнете видеть психологию людей в числовых значениях, что даст вам преимущество над другими трейдерами, которые не пользуются терминалом. На данном этапе, я думаю, это уже очевидно понятно, и мне не стоит доказывать, почему терминал лучше, чем его отсутствие. Итак, графики-жирафики. У нас есть весь перечень необходимых инструментов для теханализа. Можно настроить график как нам нужно, выбирать таймфрейм и рисовать уровни, наклонки, прямоугольники, измерять расстояние движения линейкой и даже ставить себе на график эмоджи. Также можно выбрать индикаторы, которые будут отображаться на графике. Я выбираю индикатор объемов, и в целом для моей стратегии другие индикаторы не особо нужны. Не буду об этом долго размусоливать, все графики, графические инструменты, настройки, индикаторы, все на базе. На этом мы со всеми основными инструментами разобрались, все настроили, подключили, и нам остается только пополнить баланс и начать торговать. Как обменять вашу фиатную валюту, например, рубли в USDT, я написал подробный текстовый гайд в моем телеграм-канале. Ссылка на канал, напоминаю, есть в описании, и пост ищите в закрепе или введя в поиске хэштег P2P. Все по пунктам подробно с картинками расписано от А до Я, поэтому не переживайте. А как после P2P обмена пополнить кошелек Ватага, смотрим далее. Открываем биржу, на которой уже совершили P2P обмен или просто от кого-то получили USDT. Как мы видим, у нас здесь есть $19. Закинул просто минимальную сумму, чтобы вам показать весь процесс. Нажимаем вывести, в монетах выбираем USDT, возвращаемся на сайт Ватага, на главной или во вкладке баланс жмем пополнить, у нас появляются данные, как мы видим, валюта стоит USDT, сеть TRX Tron TRC20, то, что нам нужно. Жмем копировать адрес кошелька, возвращаемся на вкладку с Bybit и вставляем наш адрес сюда. Не забываем обязательно проверять адрес, хотя бы первые и последние символы. Ведь есть вирусы, которые могут подменять адрес в буфере обмена. Об этом я заснял отдельное видео, и как удалять эти вирусы можете посмотреть на канале. Итак, вставляем адрес, сеть автоматически выставилась TRC20, вводим нужную нам сумму, и как мы видим, фиксированная комиссия $2. Потому лучше пополнять терминал на более крупные суммы, а не множество мелких переводов. Здесь ставим галочку, чтобы сохранить этот адрес на бирже на будущее. Опять подтверждаем, здесь отправляем проверочный код на почту, его копируем с почты, вставляем. Также вводим единоразовый ключ двухфакторки и все. Подтверждаем и дожидаемся пополнения терминала. В среднем это занимает от 2 до 10 минут. Дожидаемся, открываем наш баланс на Ватага, обновляем страницу и видим, что у нас пополнился баланс. В Ватага можем сразу открывать плечи, чтобы не забывать их регулировать. И можно начать искать монеты и формации для того, чтобы совершить нашу первую сделку. Как отбирать активные монеты, которые хорошо отрабатывают свои формации и показывают хорошие проценты, я показал в предыдущем видео. Можете посмотреть по подсказке или найти на канале. Когда уже отобрали монету и нашли на ней какую-то формацию, копируем тикер монеты, переходим в терминал. Здесь в стакане вставляем нашу монету, на графике вырисовываем нашу формацию и входим в сделку, например, либо лимитками, либо по стакану. Как видите, я уже нарисовал наклонку и захожу здесь в пробой этой наклонки в шорт. Стоп выставил за ближайший локальный
ежедневный хай. И как мы видим, первый блин комом, рынок нам сейчас не улыбнулся и нас просто выбивает по стопу. Не пошло и не пошло, как говорится. Главное соблюдать риск-менеджмент, не завышать плечи, торговать на свободные деньги и выставлять в соотношении риск-менеджмент где-нибудь 1 к 3, 1 к 4, чтобы не сильно рисковать своими средствами. И как мы видим, в терминале сверху справа у нас отображается наш PNL, и у меня он настроен в долларах. То есть убыток составил с этой сделки 71 цент, что относительно моего объема достаточно много, потому что я выставил довольно большие плечи, ведь с таким маленьким депозитом не так интересно торговать по стратегии. Завышаешь плечи и хочешь побыстрее его разогнать. Да, ребят, психология в трейдинге, так же как и дисциплина, очень важны, потому будьте осторожны. И так как видео со всеми настройками, верификациями и подключениями получается уже довольно затянутое, я вам покажу, как делать вывод. А в следующих видео уже рассмотрим с вами различные торговые стратегии, поэтому обязательно подписывайтесь и ставьте лайк. Открываем наш Ватага Крипто, заходим во вкладку баланс и здесь просто нажимая по нашему счету, жмем вывести, и здесь, как мы видим, нет доступных белых кошельков. Для этого мы нажимаем либо добавить кошелек, добавляем наш кошелек, например, это у нас либо холодный кошелек, либо кошелек на бирже, либо просто единоразово вводим адрес вручную. Ну, я просто добавляю свой, например, кошелек, жму добавить кошелек, пишу, например, вот Bubit, ставлю без привязки к валюте, универсальный, ну хотя нет, валюту оставляем USDT, потому что я в основном USDT, сеть также TRC20, и вводим сюда наш адрес кошелька на бирже Bybit, например. Жмем сохранить, и после чего, когда мы будем нажимать вывод, у нас будет доступен вывод наших средств на наш кошелек. Если мы выводим, например, на биржу, то также через P2P обмен можем наши средства вывести себе в фиатную валюту, то есть на карту в Сбербанк, либо, например, Тинькофф. Опять же, как совершать P2P обмен, смотрите в моем телеграм-канале. Такая вот удобная экосистема, это наша Ватага Крипто, очень удобный терминал со всеми инструментами, турниры, в которых каждый может выиграть дополнительные призы, реферальная программа, кэшбэки с торговых комиссий и многое другое. Поэтому обязательно переходите по ссылкам в описании, регистрируйтесь, скачивайте терминал и торгуйте вместе с Ватага. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ведь дальше будем разбирать различные стратегии по торговле, в том числе и в терминале Ватага. Пишите комментарии, надеюсь, это видео было вам полезным. Желаю вам всем зеленочки на рынке.